Здравствуйте, друзья! Накануне праздника я подготовила для вас целое меню к Новому году, к Рождеству, в общем, к любому празднику. Я старалась и хотела вас удивить и порадовать, надеюсь, вам понравится. А если же вам интересно, что я подготовила, оставайтесь со мной, поехали! И начинаю я все из приготовления закусок. Этот рецепт простой, очень вкусный и действительно праздничный. Шпинатный тортик с семгой. И начинаем с приготовления теста. Шпинат отправляю в блендер. У меня, друзья, это был замороженный с заготовки с лета. Если у вас свежий, ошпарьте кипятком, а потом отожмите лишнюю воду. Добавляю сюда растительное масло и сметану. Если у вас нет такого блендера, с помощью обычного покружного блендера тоже все отлично взбивается. Я, кстати, забыла еще сюда добавить желтки. Это все вместе перебиваем в однородную массу. В итоге вот такая такая пюрешка получилась. Сюда я добавляю муку с разрыхлителем и хорошо все перемешиваю. Дальше белки, которые я отделяла от желтков, добавляю немножечко соли и взбиваю до устойчивых пиков. И теперь нам нужно эти две массы соединить между собой. Я в 2-3 этапа ввожу белки в шпинатное тесто. И вот в итоге такое тесто достаточно густое у меня получилось. И выкладываю это все на противень, который выстилаю пергаментом. Пергамент я люблю использовать силиконизированный. Тогда из этого пергамента отходят абсолютно любые торты, бисквиты, пирожные, в общем, все, что вы выпекаете. Разравниваю равномерным слоем и отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов, на 12-15 минут. Все, конечно же, зависит от вашей духовки. Готовность обязательно проверяйте зубочисткой. Пока остывает тесто, я готовлю начинку. К творогу добавляю фету, зелень. И это все перебиваю с помощью блендера. И смотрите, здесь такой нюанс. Если у вас творог магазинный и масса получилась жидкой, тогда в эту массу нужно добавить еще 1 чайную ложку желатина. Но я всегда готовлю из домашнего хорошего творога, то у меня нет никаких проблем. Слабосоленую рыбу, в моем случае это семга, нарезаю достаточно такими большими кубиками, чтобы это красиво смотрелось в разрезе. И добавляю в начинку. Хорошо все перемешиваю и собираем тортик. Края теста я обрезаю, но его не выбрасывайте, потом покажу, для чего я буду использовать. И разрезаю на 2 части. Выкладываю начинку, накрываю вторым коржом. И накрываю пленкой, пускай все пропитывается. Я обычно такой тортик готовлю заранее, вот сегодня приготовила, а уже завтра подаю на стол. Тем более, если вот у вас будет жидкая начинка, то и желатин успеет застыть, но обычно у меня всегда получается достаточно плотный. Но хотя бы 2 часа нужно обязательно дать постоять для тортика. Нарезаем, он очень хорошо держит форму, и посмотрите, как красиво, действительно празднично смотрится в разрезе. Можно уже сразу так подавать. Я же еще украсила сливочным сыром с сливками, каперсы и кусочек острого перца. Я для украшений таких беру сливочный сыр, развожу со сливками, перемешиваю. На 100 грамм сливочного сыра миллилитров 20-30 сливок. Тогда украшение будет лучше ложиться на пирожное, на закуски. В общем, такой лайфхак. Я так всегда делаю, тем более сегодня у меня много закусок, которые я буду украшать вот таким сливочным сыром. И можем подавать эту закуску на стол. А следующая закуска вот такая порционная, подаю в специальных стаканчиках, которые использую для кэнди-бара или же для фуршетов. Она очень простая в приготовлении, но вкусная и действительно праздничная. К
Креветки я обжарила буквально 2 минутки на небольшом количестве масла со специями. Я уже покупала готовые очищенные хвостики. Пускай остывает, а я сделаю мусс. Берем одно авокадо. Кстати, если вам интересно, как выбрать вкусные спелые авокадо, у меня есть пост в инстаграме, ссылочки будут в описании, переходите, смотрите, там достаточно полезная информация. Очистила, добавила сюда кусочек острого перца, зубок чеснока, сок лимона и сливочный сыр. Кстати, я использовала тот же сыр, разведенный со сливками, в общем, сыр и сливки. Перебиваю это все в однородную массу. И подготовим остальные продукты. Вот я использовала обрезки из шпинатного бисквита, нарезала кубиком. Если у вас его нет, можно просто подсушить гренки из белого или черного хлеба. Мне очень нравится тостовый хлеб в этой закуске. Помидорки черри нарезала тоже небольшим кубиком. И, в принципе, можно собирать закуску. Несколько кусочков бисквита, мусс из авокадо, помидоры, и для украшения я беру сливки с сыром и сюда креветочку. Эта закуска пикантная, вкусная и необычная, ну и, конечно же, станет украшением любого праздничного стола. Следующим вашему вниманию хочу предложить рецепт приготовления мини-тортиков мясных. Начинаем с приготовления теста. Муку отправляю в чашу блендера. Добавляю сюда морковь, лук, яйца, соль, перец по вкусу и молоко. Друзья, пропорции к каждому рецепту есть и в ролике, и также я напишу обязательно в описании под этим видео. Взбиваем это все до однородной массы. Добавляю сюда фарш куриный. Лучше всего используйте фарш из куриной грудки. Перемешала, и вот такая масса у нас получилась. Вообще можно испечь оладушки и собрать тортик, но я же в этот раз решила сделать побыстрее и тем более полезнее. Это тесто я выливаю в форму и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Тесто приготовилось, получилось сочным и тем более полезным. Пока остывает мясной корж, я приготовлю начинку. К сливочному сыру добавляю сливки и натертый соленый огурец. Перемешиваю, и крем для тортиков готов. Все остыло, и я с помощью вырубки вырезаю вот такие кружочки. Перемазываем каждый кружок кремом. И украшаем по желанию. Сегодня у меня вот такое украшение, достаточно простое, но яркое, сочное и праздничное. Из этой пропорции продуктов у меня получилось 12 таких мини-тортиков, ну и, конечно же, еще обрезки. И такую красоту можно сразу же подавать на стол. Ну и продолжит нашу подборку это салат. Сегодня очень простой салат из крабовыми палочками, который я просто обожаю. Крабовые палочки нарезаю вот таким вот образом. Отваренные яйца тоже нарезаю большими кусками. Я вам скажу, что этот салат это мой любимый салат. Например, муж с апельсинами и ананасами салата не любит, а я лично люблю. Так что себя любимую нужно побаловать. Филируем апельсин. Вот показала вам, как это делается. И его нарезаем на более мелкие кусочки.
Сюда я добавляю чеснок, консервированную кукурузку и заправляю всем майонезом. Несколько минут, несколько продуктов и ваш салат готов. Вкусный, яркий и очень-очень нежный. Если хотите, можете еще посолить, но мне больше нравится такое сочетание слабосоленого и сладкого. Ну и следующий салат я решила приготовить вот таким в символе этого Нового года. Это салат тигрик. Как его приготовить, уже завтра я вам расскажу. Ну а мы продолжим. Салат-закуска с языком. Отвариваем язык, я сегодня использовала говяжий. В общем, я думаю, что все знают, как его отваривать. Этот момент я упустила, а сейчас покажу все остальные этапы. Шампиньоны нарезала достаточно большими кусочками и обжариваю на сухой сковороде. Когда уже фактически вся жидкость испарилась, я добавляю сюда кусочек сливочного масла, чеснок и соль по вкусу. Если у вас шампиньоны небольшие, маленькие, то очень интересно для этой закуски вообще оставлять их целиком. Обжарила буквально все еще минуту в сливочном масле и добавляю сюда гранатовый соус или же бальзамический соус, не уксус, а именно соус бальзамический. 2 минуты, видите, как шампиньоны закарамелизировались. Добавила сюда еще кунжут по желанию и готово, пускай остывают. Я отварила говяжий язык, и его нужно очень-очень тоненько нарезать. Вообще, в принципе, подачу можете придумать себе. Я вот себе нафантазировала, решила подать язык вот таким вот образом. Я его нарезаю тоненько. Вот именно так я себе представила вот этот салат. Или точнее не салат, а закуску. Делаем подушку из зелени. Сегодня у меня это микс-салат. Выкладываю язык, видите, я тоненько его нарезала специально, чтобы выложить вот так вот хаотически, чтобы этот салат был пышным, так сказать. Дальше у нас идут грибы. Грибы я выкладываю вместе с соком. И поливаю это все еще бальзамическим соусом для более насыщенного вкуса. И сверху затираем это все пармезаном. Необычная подача, очень вкусная закуска из языка. Сверху несколько зернышек граната для более праздничного вида, и все, готово. Этот салат, конечно же, мне разлетелся просто на ура буквально за несколько минут. Ну и остается только горячее. На горячее сегодня у меня запеченная скумбрия по очень простому рецепту. Я всегда такие заготовки делаю заранее, а перед застольем только запекаю несколько минут. И для соуса я использую растительное масло, добавляю сюда соль, паприку, если у вас есть копченая, добавляйте, это очень вкусно, сухой чеснок или же замените на свежий и горчицу. Это все хорошо перемешала. И сейчас буду смазывать филе скумбрии. С филе нужно обязательно повыбирать все косточки и смазываем это все маринадом. Выкладываю форму, в которой буду запекать. И отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут. И все, красивая, яркая, очень сочная и вкусная скумбрия готова. Можно подавать на стол. И еще одна горячая вкусная закуска – это шампиньоны, но не по совсем обычному рецепту. Начинаем с приготовления кляра. К яйцам добавляю сливки, соль и перец по вкусу, муку, и это все взбиваю до однородной массы. Кляр получается достаточно жидким, но нам очень густым не нужно его делать, нам тесто не нужно, только кляр. И берем панировальные сухари. Я очень люблю для таких закусок, для различных наггетсов использовать сухари панко. Они такие хрустящие, очень классная панировка, рекомендую поискать, я покупала у Метро. И подготовим начинку. Натираем сыры. Я, в общем, для этой закуски обычно использую, знаете, в холодильнике бывает несколько видов сыра по маленькому кусочку. Вот все сыры, какие были, я натерла на мелкую терку, добавила сюда зелень, заготовленную еще с лета, и творожный сыр, либо же замените его на сметану.
И вот в итоге такая масса у нас получилась. Дальше нам нужны большие шампиньоны. Я их вот таким вот образом хорошо зачищаю. И каждый шампиньон начиняем сырной массой. Все готово. И теперь нам нужно это все обмакнуть в кляре, посыпать сухарями и выкладываю все на противень. Конечно же, можно запечь и во фритюре, но это уже не очень полезная закуска. А вот запечь в духовке полчаса, разогреваем до 200 градусов и посмотрите, какие румяные и тоже благодаря этим сухарям очень хрустящие грибочки. Внутри нежнейшие, сочные, со сливочным вкусом и, конечно же, хрустящий сухарик. Но знаете, что я забыла их еще посолить? Обязательно грибочки, когда почистите, посолите, будет более насыщенный вкус. Обязательно такую закуску подавайте на стол в горячем виде. Ну и, конечно же, основное блюдо – это свиная корейка. Очень нежная, безумно сочная. Вот все говорят, что приготовить сочную корейку очень сложно, но поверьте, это очень просто. И в одном из следующих роликов я вам более подробно все расскажу. И сегодня я также подготовила тигровый торт. Начнем с приготовления теста. В чашу миксера я добавляю яйца и сахар. Это все нужно взбить до бела. Пока яйца взбиваются, я подготовлю кефир. Сегодня я кефир использую 2,5% жирности, но можно абсолютно любой. Он у меня комнатной температуры. Добавляю сюда соду и перемешиваю примерно минуту. Вот видите, сразу же кефир начал гасить соду, пошла реакция, это очень хорошо. За это время у меня уже и яйца взбились. Я сюда добавляю кефир, растительное масло без запаха. На небольших оборотах начинаю это все перемешивать. Также я перемешала муку с разрыхлителем и небольшими порциями на небольших оборотах миксера ввожу муку. Конечно же, это все можно сделать и с помощью венчика. И вот в итоге тесто такой консистенции у меня получилось. Теперь делим тесто на две части. Одну меньше часть, вторую больше. В 1/3 часть я добавляю какао. Сюда больше жидкости никакой не добавляю, я специально использую какао, для того, чтобы это тесто и по структуре было более плотнее за светлые. А в светлые, так как у меня сейчас яйца не домашние, очень бледные, магазинные, я добавляю сюда куркуму. И тесто выложила в кондитерские мешки одноразовые и делаю все вот таким вот образом, как на торт зебру. И подготовленную форму отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут. Накрываю это все фольгой для того, чтобы не было большой шапочки на торте. Если вы не накроете это тесто фольгой, у вас получится такой вулкан. Ваше тесто даже подорвет. Но благодаря фольге эта шапочка будет красивая. И вот у меня прошло полчаса. Бисквит готов, кстати, форма у меня диаметром 24 сантиметра. Если вы хотите торт повыше, тогда берите форму диаметром 20-22. Остужаю, обворачиваю все в пищевую пленку и отправляю бисквит еще в холодильник, обычно на 2-3 часа, чтобы он стабилизировался. Я его решила сделать поменьше в диаметре, обрезаю круг. Разрезаю бисквит на 3 части. И посмотрите, внутри какая красота получилась. Очень влажное и вкусное тесто. И дальше приготовлю крем. Для крема я сегодня буду использовать сметану. У меня домашняя. Если вы используете магазинную, обязательно отцедите от сыворотки или же добавьте загуститель. Сюда я добавляю сгущенное молоко и все взбиваем. Посмотрите, какой пышный и очень вкусный крем, напоминающий мороженое пломбир, готов. Собираю я торт с помощью кольца, ничем не пропитываю, так как тесто достаточно влажное.
Я кольцо снимаю сразу, его использовала лишь для того, чтобы тортик выровнять. Благодаря этому кольцу торт действительно намного проще собирать. Замазываем все кремом со всех сторон. Из обрезков с помощью блендера я сделала крошку. Обсыпала сверху все и отправила тортик пропитываться на 2-3 часа. После того, как торт пропитался, перед подачей его оформила вот таким вот образом. Мне действительно напоминает новогодний зимний тортик. И все, можно подавать. Разрезаю, а внутри не только вкусно, но еще и красиво, необычно. Дети, конечно же, были просто в восторге. И все, стол накрыт. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой рецепт вам понравился больше всего. Ну что ж, друзья, вот такие вот идеи, вот такие рецепты. Я надеюсь, что хотя бы один из этих рецептов вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеорецептах. До новых встреч! Готовьте с любовью, будьте здоровы! С наступающими вас праздниками! Друзья, пусть ваш стол будет самым вкусным! До новых встреч!